маленькая сибирская деревушка, рядом с дремучим лесом, которому конца края не видно. И жил в этой деревушке маленький 5-летний мальчик Коля, и был у него единственный друг, волк по кличке Серый. Родились они, можно сказать, в один день. Местный дурачок-выпивоха Талик принес щенка на самые крестины Коле. Отказаться от подарка в такой день родители не осмелились. Вручили Талику бутылку, на том остались все довольны. Конечно же, тогда никто и подумать не мог, что щенок окажется волком. Время шло. Коля и Серый подрастали. Неразлучные друзья, так называли их жители деревни. Там, где Коля, там и Серый, там, где Серый, там и мальчика ищи. И однажды осенью случилась беда. На день рождения мамы Коли приехали родственники из города. Волка, конечно же, посадили на цепь, и мальчик сильно огорчился, так как у него были совсем другие планы на этот день. Родители, занятые гостями, заметили пропажу мальчика только во второй половине дня. Обыскали всю деревню, никто Колю не видел. И только один старый грибник вроде видел его утром у леса, но точно не уверен, так как зрение уже не то. Родители поискали еще на окраинах леса, но не нашли его. Тем временем стемнело. У дома мальчика стали собираться жители деревни. Кто-то пошутил, чтобы отцепили волка, пусть ищет, хотя это бесполезно, не собака ведь. Волк, освободившись от цепи, рванул в сторону леса и скрылся в чаще. Люди разделились и выдвинулись на поиски мальчика. А пухлая шея волка говорила о том, что скорее всего его укусила гадюка. В сторону леса тянулся след на сырой земле. Серый, уже умирая из последних сил, тащил своего друга к людям. Последнее, что он видел, люди в белых халатах и распухшая от укуса нога мальчика. Волк попытался ее лизнуть, но силы покидали его. Он покидал этот мир счастливым, он знал, его лучший друг будет жить. Люди были потрясены человеческим поступком волка. Они плакали, плакала вся деревня. Серого похоронили на краю деревни у большого дуба. Жители деревни поставили на место захоронения волка красивый памятник. Теперь, уже взрослый Николай, приезжая в родные края, первым делом идет к своему лучшему другу. Он садится рядом и рассказывает Серому новости из своей жизни.